Манипуляции – штука коварная, и часто мы даже не осознаем, как делаем в жизни то, чего не хотим. Каждый из нас периодически ведется на манипуляции других, да и сами мы манипулируем другими людьми. И вроде как это часть общения. В детстве нам говорили: пока кашу не доешь, мультики не включу. А сейчас во взрослой жизни манипуляции более тонкие. Ты же мать, ты должна. Или если ты меня любишь, то сделаешь это ради меня. Часто люди манипулируют под видом того, что хотят сделать нам хорошо, причинить добро или помочь, даже когда эта помощь никому не нужна. Но на самом деле у манипулятора есть всего одна цель – получить желаемое, то есть сделать хорошо себе. А как будет с этим другому человеку в момент манипуляции, совсем не важно. Поэтому манипуляции часто разрушают отношения между людьми. Меня зовут Виктория Сидорович, я практикующий психолог, и сегодня мы разберем, что такое манипуляции, какие есть признаки того, что вами манипулируют, ну и что со всем этим делать. Ставь лайк этому видео, подписывайся на канал и давай разбираться. Манипулирование – это использование поведений, мыслей и чувств другого человека как ресурс, когда мне этого не хватает. Грубо говоря, это когда я пользуюсь другим человеком для того, чтобы закрыть свои потребности. И в этот момент мне не очень важно, что этот человек, он человек. Я вижу его просто как ресурс для себя. Например, девушке в отношениях не нравится, что ее партнер ходит гулять с друзьями без нее. Она от этого тревожится, накручивает себя, и, возможно, ей кажется, что он там не только с друзьями и так далее. И, конечно же, ей это не нравится. В этот момент ее не волнует, как себя чувствует партнер и почему для него это важно. Она просто хочет сделать все, чтобы он так не делал, а она не тревожилась. И в этой точке она может нарушать границы партнера и манипулировать чувствами, лишь бы получить желаемое. Поэтому манипуляции могут быть жесткими и открытыми, что мы называем эмоциональным насилием. Могут быть весьма тонкими, изящными, а могут быть и вовсе бессознательными. Иногда мы путаем манипуляции и влияние, но разница здесь на самом деле огромная. Влияние означает, что я признаю права и границы других людей, уважаю их. Здесь в основе лежит прямое и честное общение. Потому что влияние, оно признает целостность другого человека, в том числе возможность не согласиться с этим влиянием и отказаться от убеждений. А вот манипулирование, оно нацелено на принуждение другого человека, где уже нет уважения к его потребностям. Еще одно отличие в том, что человек влияющий, он уверен в себе, он сильный, а манипулятор слаб, ведь он не может получить того, что хочет, поэтому он и манипулирует. И сила манипуляции в том, что вы признаете манипулятора сильнее себя. А это изначально неправда, потому что манипулятор, он опирается на какие-то мифические основания, убеждения и просто пытается вами управлять. Как же понять, что тобой манипулируют? Прежде всего, это становится понятно по внутренним ощущениям. Если в общении с другим человеком тебя не слышат, ты начинаешь злиться, да еще и чувствуешь при этом себя виноватым, скорее всего, тобой пытаются манипулировать. И напомню, что манипуляции могут быть как сознательными, когда это делается специально, так и бессознательными, когда человек не понимает, что он на самом деле манипулирует. И эмоция злости – это один из основных критериев того, что твои границы нарушают. В прошлом видео про распознание своих эмоций мы говорили о злости и о ее функциях. Кто не видел это видео, очень рекомендую. И кроме внутренних ощущений, есть еще ряд манипулятивных сценариев, которые мы сейчас разберем и которые ты можешь распознавать в общении. Ученые из Мичиганского и Стэнфордского университета в США определили 6 главных тактик манипуляторов. И первая тактика называется очарование. Это когда человек весь такой учтивый, прекрасный, он делает тебе комплименты, дарит подарки, романтика, цветы. И поначалу все кажется просто как в сказке. Но потом наступает момент, когда этот же человек начинает тебя шантажировать, унижать и делать все, чтобы было только так, как хочет он. Вторая тактика – молчание, и она уже противоположная первой, и, конечно, не столь приятная. Это когда вас игнорируют, не отвечают на ваши сообщения и звонки, и вообще, когда вас пытаются не замечать.
Но опять-таки это все делается для того, чтобы получить желаемое, такое себе манипулирование вашим эмоциональным состоянием. Третья тактика — принуждение. Это когда начинают от вас что-то требовать, повышать на вас голос, критиковать, ограничивать ваш круг общения и даже угрожать, лишь бы добиться желаемого. Следующая тактика доводов. Это когда манипулятор начинает указывать на вроде как объективные причины, почему вам стоит поступить так, как ему хочется. Но на самом деле это просто манипулирование информацией и даже иногда попытка расшатать ваше восприятие действительности. Как будто бы вот ты так думаешь, но на самом деле все было по-другому. И это называется газлайтингом, что тоже форма манипуляции. Пятая тактика — защитная. Это когда манипулятор делает из себя жертву, обижается, занимает позицию ребенка, пока вы не сделаете так, как он хочет. Здесь есть прекрасная игра в сравнение, что вот твои проблемы — это ничего, вот это так просто решить, это все мелочь, а вот у меня, поэтому мне нужно, чтобы ты мне помог, чтобы ты вот это вот сделал, потому что я ж вот такой вот бедный. И последняя тактика — унижения. Это когда человек начинает умолять вас сделать то, что ему нужно, предлагает взамен сделать все, что угодно, эмоционально шантажирует и говорит что-то типа: если ты не сделаешь этого ради меня, я сброшусь с крыши, и все в таком духе, что, в общем-то, тоже прямая манипуляция. Итак, мы с вами разобрали основные сценарии манипуляций, и еще есть несколько отличительных черт того, что вами манипулирует. И первое: если после эмоционального шантажа или насилия рядом человек остается очень спокойным и холоднокровным, он может вам даже говорить, что вот это ты все преувеличиваешь, ничего не происходит. Это первый признак того, что до этого была манипуляция. Второе — это когда вас пытаются высмеивать и дальше уличать в том, что вообще на самом деле я не манипулирую. Это ты такой чувствительный или такая чувствительная, это ты принимаешь все близко к сердцу. На самом деле ничего не происходит. Следующий признак, когда включается работа на публику, что мы же среди людей, что ты устраиваешь сцены, на нас тут все смотрят, прекрати, вообще все, что тут нужно быть очень резко правильными, и что же о нас подумают другие. Ну и последний признак, мой любимый, это когда деструктивная критика заворачивается в мнимую благожелательность, что я все для твоего блага стараюсь, я ж не для себя, я ж тебе добра хочу. И поэтому, когда манипулятора уличают в его истинных желаниях, тогда все это пытается как-то красивенько скраситься, да, для того, чтобы не быть виноватым. Все вот эти вот действия, они часто обезоруживают и не позволяют нам вообще осознать, что происходит. Но как только вы ощущаете что-то подобное, самое время насторожиться и подключить свою внимательность к тому, что происходит в ваших отношениях. И для того, чтобы не попадаться на крючок манипуляторам, важно иметь здоровые личные границы. Потому что расстановка границ – это процесс, где мы учимся слушать себя и понимать себя, произносить вслух то, чего хотим, то, что важно. Поэтому умение защищать свои личные границы помогает нам в двух вещах. Это прежде всего уважать свои потребности и чувства, а второе – это видеть и уважать границы, чувства, потребности других людей. И вот несколько шагов, которые нужно сделать, чтобы не попадаться на манипуляции. Прежде всего, это определить свои личные границы. Что мне окей, что мне не окей, что для меня вообще допустимо, какие мои границы тела, финансов, сексуальные, ментальные, моральные и так далее. Определить свои границы. После того, как мы определили свои границы, второй шаг – это осознавать, что нами манипулируют и где нарушают эти границы в процессе отношений. Здесь как раз-таки помогут опоры на все эти сценарии, да, и умение вовремя остановиться и осознать, что происходит. Третий шаг – это осознавать, где вы манипулируете другими людьми, потому что, будем честны, манипулируют все.
Четвертый шаг – это умение говорить «нет». Нет, если вам что-то не нравится. Нет, когда вам некомфортно, неприятно. То есть уметь останавливать эти манипуляции. Ну и последнее – это открыто выражать то, что вам важно, выражать свои потребности и просить о помощи. Потому что если мы этого не делаем и хотим, чтобы кто-то догадался, это тоже уже форма манипуляции. А для того, чтобы научиться слышать себя и лучше понимать свои потребности, приглашаю вас на мой терапевтический курс «Психология эмоций». Там будем работать со страхами, с тревогой, с апатией, самомотивацией, а также там будет отдельный блок по работе с личными границами и построению здоровых взаимоотношений. Старт курса в октябре, а сейчас можно добавиться в телеграм-канал, где я делюсь полезностями и практиками по эмоциональной грамотности. Все ссылочки на курс оставлю в описании этого видео. И помните, что завершить любую манипуляцию мы можем только расстановкой границ. И тут вопрос вашей готовности последовательно отстаивать свои границы и уважать границы других. Ставьте лайк этому видео, если тема была полезна, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. С вами была Виктория Сидорович. До скорого!